Харе Кришна, меня зовут Абхиманью Дас, и сегодня свое видео я хотел бы назвать «Ценные советы». Не так давно я решил еще раз посмотреть, какие бытуют мнения в отношении терминов шикша, дикша, и я увидел якобы отрывок из книги Бхактивинода Тхакура Харинама Чинтамани, в которой было написано, что дикша – это тот, кто дает мантру, а шикша – это тот, кто дает ценные советы. Ну, конечно, это выглядит забавно, то есть роль гуру не сведена до такого уровня, что просто дает ценные советы. Но, тем не менее, я решил все-таки воспользоваться и дать не свои ценные советы, а непосредственно ценные советы Кришны, то есть то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Попытаться их донести таким вот образом. То есть роль любого проповедника, она состоит не в том, чтобы давать советы, а в том, чтобы доносить в неискаженном чистом виде послание, которое дает сам Господь. То есть служить такой транспарентной средой или прозрачной средой, которая проводит все без всяких искажений. Поэтому чистота такого проповедника, она является существенным фактором. И если духовный учитель или мастер проявляет себя в полной своей чистоте, то тогда можно с уверенностью сказать, что он просто доносит до нас советы от самого Господа. Даже это не советы, это фактически являются инструкциями. Потому что существует некоторая разница между словом «совет», то есть тебе посоветовали, а ты можешь прислушаться к этому, а можешь и не послушать. А инструкция – это очень важное направляющее указание, которое подсказывает, каким образом направить правильно свои усилия, распорядиться тем ресурсом, который у нас есть. Вот это и есть инструкция. Так это и надо понимать. И фактически роль духовного мастера – научить своего ученика в первую очередь воспринимать инструкции непосредственно от Господа. Пока у ученика вот этой возможности, такой способности нет, то гуру помогает ему, передает вот эти инструкции и таким образом направляет его, помогает ему в конечном итоге прозреть. Так что же является самой главной и ключевой инструкцией всей Бхагавад-гиты? Если мы помним стих 18.66, все знают этот стих «Сарват Харман Паритяджья» и так далее. Это самый важный вывод, самый важный смысл всей Бхагавад-гиты, что нужно преклониться перед Господом. Я уже говорил, не предаться слову, а именно преклониться, потому что это подразумевает, означает, что ты признал авторитет Господа над собой и таким образом готов слышать и понимать то, что Господь говорит тебе персонально, лично. И для того, чтобы эту ключевую инструкцию исполнить, была рассказана вся Бхагавад-гита, которая постепенно подводит человека к вот этому очень важному выводу, к этому знанию. И что является основой для этого знания? Это является методика просветления. То есть человек, который получает такую методику, правильную методику через традицию передачи мастерства или через парампару, он, во-первых, сам обретает вот этот вот дар видения, прозрения. То есть он становится способным видеть и слышать Бога напрямую, непосредственно. И таким образом он непосредственно понимает Бога. То есть для того, чтобы понимать Бога, необходимо видеть и слышать Его непосредственно, напрямую. И тогда, таким образом,
человек будет способен понимать Господа и выполнять вот эти все направляющие указания или директивы непосредственно от Него. В прошлом видео я говорил о том, что есть шикша, есть дикша. Я сейчас еще более подробно на этом остановлюсь, потому что среди большинства людей бытует такое заблуждение, что дикша – это некий такой ритуал, что ты, если проходишь этот ритуал, то ты уже автоматически включился, то есть получается нечто как подключение к интернету. Но это неверно совершенно, абсолютно неверно. Потому что фактически шикша, что подразумевает под собой шикша? Шикша – это означает подготовка под руководством мастера, добросовестного, опытного мастера, который сам эту методику полностью освоил, методику просветления и реализации. И таким образом он помогает своему ученику самостоятельно освоить эту методику. Что такое дикша? Что такое дикша? Это когда духовный мастер дает своему ученику мантру. То есть мантра служит в данном случае инструментом. Потому что, как я уже говорил, вообще в просветлении существуют две очень важные вещи. Это умение слышать и умение видеть, на основе которых базируется понимание. И как раз таки умение слышать даже более важным является, чем умение видеть. И поэтому мантра, она является своеобразным инструментом, который помогает ученику, помогает последователю вот этой парампоры, приверженцу этой парампоры тренировать себя в процессе слышания. Поскольку мантра, она всегда связана с Богом, то есть разные мантры существуют, и каждая мантра, вот каждая звуковая вибрация, она так или иначе связана с Господом. Вот, например, маха-мантра, как мы знаем, она связана непосредственно с Кришной, то есть величайшей персональностью Бога, то есть величайшей личностью среди всех. И поскольку эта мантра абсолютна, то, естественно, она одновременно является и самим Господом. То есть, когда мы слышим эту мантру, то есть воспринимаем этот звук как божественный, то есть, когда мы повторяем и мы таким образом тренируемся, то таким образом мы тренируем свой слух в умении слышать Бога через Его святое имя. И у нас есть такое неверное понимание, что существует процесс слушания шраваном. Нет, это не процесс слушания. Правильно это называется процесс тренировки слышания. Вот если более точным быть. Чем отличается слышание от слушания? Слышание – это непосредственно само восприятие звука как такового, факт услышания, то есть то, что ты услышал звук и отличил его от другого. А слушание – это уже подключение ума, когда человек начинает свое внимание направлять на этот источник звука и начинает анализировать с помощью ума услышанное. То есть сначала происходит вот это действие, услышание, а после этого происходит слушание. То есть это надо очень четко понимать. И вот как раз таки вся практика просветления, она направлена на то, чтобы человек услышал, в конце концов, сигнал, который приходит от Бога. Чтобы этот сигнал не забивался сигналами ума или ложного эго, которые нам постоянно говорят что-то делать. И вот для того, чтобы этот сигнал был более сильным, более твердым, вот нам дает как раз таки вот эту методику. И гуру как раз, дикша-гуру, он дает мантру таким вот образом повторять. И через мантру ученик тренирует вот это свое умение слышать Господа. Потому что сам Господь говорит неоднократно в Бхагавад-гите, что будь это маха-мантра или будь это гайатри-мантра, эти мантры являются самим Господом. В гайатри-мантре мы знаем, существуют также имена Господа, различные имена, и даже вот это имперсональное слово Ома, также и персональные имена различные. И в первую очередь
Вот. Что передает парампара? Парампара передает методику, чистую методику персональной подготовки или просветления ученика, с помощью которого ученик обретает вот эту способность слышать вот этот трансцендентальный звук. Не слушать его, а слышать, услышать, воспринять сигнал своим духовным слухом, так же, как и увидеть Господа. Но для того, чтобы это увидеть, необходимо соблюдать, это очень важное условие, о котором говорится, необходимо первоначально преклониться, то есть признать авторитет Господа. И тогда в таком случае вот эта практика слышания, а также как и практика вспоминания, не памятования, не воспоминания, а именно вспоминания. То есть здесь имеется в виду, что сама фиксация чего-то, то есть изначальный толчок к тому, что дальше будет происходить уже какой-то рабочий процесс, основанный на вот этом вот правильном действии, что ты как вот поймал правильную радиостанцию, настроился на нее, и ты уже слушаешь, уже получаешь информацию, когда есть какой-то вот устойчивый прием. Это вот и есть так называемая йога или связь, когда человек слышит, видит и понимает Господа напрямую, персонально, непосредственно. Вот так надо это все понимать. Дальше, что бы хотелось мне сказать, важный момент по поводу вот этой практики просветления, то, что необходимо также и пока у человека нет возможности, может быть, как-то напрямую общаться с человеком просветленным, с просветленным мудрецом или с просветленным мастером, то, по крайней мере, изучать литературу. И литература дает очень важные, точные сведения. То есть, как точно мы можем вот это вот все передать, повторить, с какой точностью, это является, вот эта точность нашего повторения, является признаком или степенью нашего понимания, ясности нашего понимания. То есть, чем точнее мы это повторяем, чем точнее мы все это передаем, тем точнее и более ясным является наше понимание. То есть, человек, который добавляет что-то свое или что-то меняет, говорит о том, что такой человек находится в состоянии иллюзии, то есть он не имеет ясного понимания. Вообще и сам термин понимания Прабхупада часто дает ему разъяснение или объяснение. Вот слово английское understand или understanding, понимание. И understanding в английском языке, в толковых словарях это означает в первую очередь именно видение или способность видеть и воспринимать вещи такими, как они есть. И поэтому книга также называется Бхагавад-гита «Как она есть». То есть для того, чтобы мы добились точности в понимании смыслов, которые Господь передает нам, и тогда они начинают работать, они начинают действовать. И когда мы видим в тех же самых там переводах или в каких-то в проповедях, когда человек начинает говорить что-то свое, какие-то изобретает свои домыслы, то тогда это сразу становится заметным, когда человек поплыл по течению ума. И еще раз повторю, что это является именно признаком того, что человек не совсем точно или не совсем ясно понимает, а может и вообще ничего не понимает из того, если он не может повторить. Но даже вспомните, когда, например, нас в школе, не знаю, как сейчас там система образования в школах работает, но, по крайней мере, в наши времена нас каждый день там вызывали к доске, и нужно было домашнее задание рассказать перед всем классом. И это как раз-таки отражалась наша вот эта вот реализация, то есть наше понимание, то есть готов ли человек дальше как бы развивать эту тему, то есть понял он, не понял. Если, естественно, человек ничего не понял или он не учил уроки, то тогда он ничего не может толком сказать. Вот, а человек, который понимает, не просто там вызубрил, запомнил какие-то слова. На самом деле это очень сложно. Это называется насилие над памятью, когда мы просто сидим, запоминаем, не понимая смысла этих слов. Перерасходуется огромное количество умственной энергии на это. И как ты только там где-то сдаешь экзамен или получаешь какую-то оценку там по зачету или по какому-то предмету, то тут же моментально все это забывается и становится уже не нужен. То есть так работает
память наша в режиме оперативной памяти, то есть что-то сохранилось на какое-то короткое время, применилось, и потом после этого дальше все это стерлось из памяти. То есть какие-то новые, постоянно меняющиеся смыслы заполняют память. Но на самом деле это неправильное использование памяти, неправильное использование. То есть память должна быть четко структурирована, и разум очень быстро должен находить нужные ячейки, которые позволяют любую информацию быстро вспомнить и сразу же ее как-то в деле применить. Ну, также таким вот, можно сказать, ценным советом является то, что нужно обратить внимание на отличие процесса сугубо духовного и сугубо материального. То есть Прабхупада на этом делает постоянно акцент, что нужно уметь отличать, когда действует дух, когда действует материя. И благодаря этому можно избежать очень многих неприятных вещей и ошибок в своей жизни. То есть не поддаться на чью-то так называемую вот эту дрессировку или форматирование мозгов. Каким образом это отличить? Вот, например, стих 2.16 в Бхагавад-гите говорится, что все, что реальное, оно никогда не прекращается, а все, что нереальное, то есть материальное, оно никогда не продолжается долго. То есть у нее запас, у материального всегда запас прочности или запас жизнеспособности всегда очень низкий. То есть какое-то время оно живет и потом пропадает, исчезает. То есть если что-то появилось и потом пропало, исчезло, это такой вот начальный пункт, благодаря которому можно отличить, где действует дух, где действует материя. Но еще очень важный момент как раз прорисовывается. Это там 11, 12, 13 глава, которую, может быть, никто на это не обращает внимания, но в одном из стихов там очень четко сказано, что чем отличается материальное познание от духовного познания. Это 13 глава. Что материальное познание, как и любой материальный процесс, процесс управления, процесс, не знаю, контроля, все что угодно, материальное, оно основывается на воздействии одного материального элемента на другой материальный элемент. Поэтому, когда происходит такое воздействие одного материального элемента на другой материальный элемент, то это 100% материальный процесс. Почему так происходит? Почему так происходит? Потому что в материальном мире, когда живое существо действует в материальном сознании, естественно, его вот это вот чистое, ясное сознание, оно покрывается невежеством или иллюзией. И таким образом живое существо вынуждено действовать методом проб и ошибок. То есть ты оказываешь какое-то воздействие, получаешь отклик, обратная связь и корректируешь свое действие в соответствии с этим откликом. То есть происходит вот такое, можно сказать, решение на ходу. То есть ты решаешь, как ты будешь действовать, как ты будешь поступать постоянно на ходу. И не факт, что ты поступаешь правильно, потому что вот эта твоя способность видеть все наперед, предугадывать и видеть последствия, она сильно ограничена, когда живое существо находится в таком материальном сознании. Но помимо этого и существуют другие пороки, которые не позволяют живому существу, действуя материально, добиться такого высочайшего уровня успеха. Ну, во-первых, я уже сказал, что это ограниченность, что мы не можем предугадать или увидеть что-то наперед, намного дальше. Ну и также вот очень таким скверным, одним из скверных качеств, что когда мы добиваемся какого-то успеха на этом поприще, то есть мы дошли до какой-то степени, то нас начинает очень сильно это раздувать. Гордость появляется, что да, вот он я своим успехом, материальным успехом, вот я этого достиг, я добился. Это благодаря моему усилию так все произошло. Но это опять-таки чисто материальный метод. И чем же отличается духовный метод от материального? То, что духовный метод основан не на воздействии одного существа на другое или одного материального элемента на другое, а основан на просветлении. То есть, когда просветленный человек понимает, что каждое живое существо находится в персональной взаимосвязи с Богом, я еще раз повторю, в персональной, то есть Господь находится в сердце каждого живого существа и персонально, то есть лично руководит каждым.
А раз это так, то Господь дает каждому какие-то указания персонально, лично, что и как делать. И вот как мы поступаем, какие мы получаем возможности, какие мы получаем тела, все зависит от того, насколько мы хотим или не хотим слышать, что нам говорит Господь. Когда Господь показал свою вселенскую форму, то Арджуна спросил, говорит, а что же мне делать? Или что же делать всем остальным, когда тебя, Господь, здесь не будет на земле? Но ему Господь ответил, что ты посмотри, я же тебе показал в самом начале бескрайнее количество ртов, ушей, глаз. И он ему сказал, ты посмотри, говорит, я, говорит, постоянно везде присутствую, я вижу, слышу и могу рассказать все, что потребуется, все, что нужно в любом уголке творения, материального, а также и в духовном мире. То есть любая информация, то есть он везде, поскольку присутствует, слышит, видит все абсолютно. И в любом месте у него есть рот, который может тебе сказать что-то, донести любую информацию. То есть это лучше, чем любая спецслужба или система слежки или все что угодно. Но опять-таки все зависит от твоего желания слышать это и услышать. Вот когда у человека нет веры, когда он сомневается и говорит, я не хочу Бога слышать, а его нету просто-напросто, он где-то там находится, может быть, там, он там занимается своими развлечениями, и до меня ему дела нет. Поэтому, как в каком-то известном фильме, в кинокомедии, говорят, спасайся, кто может, и кто-то крикнул, а кто не может. Вот так и поступает здесь в материальном мире, что все спасаются так, как они могут. И в конце концов терпят полный крах в этом деле. Потому что все здесь находится под контролем, все принадлежит Богу. И если ты этот факт игнорируешь, то будешь постоянно находиться в вот этом вот беспокойстве и в сомнениях. И тебе будет все время казаться, что что-то тут не досмотрели, что-то тут не доделали до конца. Но вот иллюзия, она таким вот образом работает, то есть она направляет как раз вот эту идентичность всех живых сущностей. То есть в качестве кого? То есть она как бы заставляет каждого подмечать, говорить, что смотри, вот там что-то не доделано, давай вперед, иди туда. То есть такая живая сущность не воспринимает она, что Господь тебя туда направил, твои чувства, как повелитель чувств, как Говинда, Он тебя направил туда, чтобы ты это заметил. Вот он говорит, нет, это я сам заметил, благодаря своим умениям, своей квалификации, что это я именно заметил. И поэтому именно я на это откликнулся. Вот какой я великий и замечательный весь. И поэтому такая практика, основанная на материальном сознании, духовная практика в кавычках, она ни к чему не приведет. И единственный способ здесь развиваться, продвигаться духовно, это просветление в первую очередь. До такой степени, чтобы каждый сам самостоятельно, индивидуально начал слышать Бога. И тогда в таком случае каждому станет понятно, чем ему заниматься, что делать, как делать. И тогда таким образом каждый индивидуально может добиться успеха. То есть не нужно для этого какие-то иметь большие усилия. Об этом Кришна тоже многократно повторяет, что нужно просто постараться хоть какие-то усилия искренне приложить. Вот и все. Если они у тебя продолжают оставаться, то Кришна максимально тебе упростит задачу. То есть он тебе может дать любой совет, дать тебе может любой ресурс, который позволит тебе достаточно быстро решить. Но если ты за собой тащишь весь свой багаж, как в этой знаменитой басне, картонку и маленькую собачонку, то есть все за собой тащишь туда, в духовный мир, то, естественно, все это начинает создавать большие помехи и сопротивления. И, естественно, там все это не нужно, там эти вещи все, они излишни. И самое главное, надо помнить, что нам здесь, в этом материальном мире, ничего абсолютно не принадлежит. Нам дают во временное пользование, чтобы мы научились этим правильно распоряжаться. Я еще раз повторю, что это как раз-таки позволяет донести знания, позволяет вот это парампара, знание, трансцендентальное знание, или, другими словами, методику просветления, на которой основан весь духовный процесс. То есть не на воздействие одного на другого какого-то существа или элемента, а именно
основана практика на просветление. Я повторю, может быть, еще третий раз, что духовная практика основана не на воздействии кого-то на кого-то, а на просветлении. И чем больше ты сам просветлен, тем больше ты видишь порядок, и тем больше у человека появляется желание следовать этому порядку. Потому что когда дорога ясно прослеживается, когда есть понимание, что ты делаешь, четкое и ясное понимание, это позволяет уверенно двигаться по этой дороге. Есть уверенность, что ты нигде не провалишься в болото или в открытый люк или еще куда-то. То есть дорога достаточно ясная и понятная. Ты все это видишь сам, картину видишь, как ясным днем. На этом я, пожалуй, хотел бы поставить точку. Спасибо за внимание. Харе Кришна.